Здравствуйте, меня зовут Анна Пиджаян, я практикующий психолог и арт-терапевт. Добро пожаловать на канал о психологии и искусстве. Сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте, о том, полезен он, вреден он, положительные его стороны и негативные его стороны. Рассмотрим со всех сторон. Я очень вас прошу, поддержите это видео, этот канал своим лайком, своей подпиской, своими комментариями, поделитесь этим видео. В общем, все вот это вот то, что очень сильно помогает мне не опускать руки и делать контент дальше. Я буду вам очень благодарна. Спасибо. Искусственный интеллект. Что же это за зверь такой неизведанный? Он сейчас повсюду, вообще везде. Он развивается с бешеной скоростью, просто внедряется во все сферы нашей жизни, начиная от каких-то бытовых, заканчивая наукой и так далее. Одни говорят, что искусственный интеллект ничем не опасен, что это что-то вроде усовершенствованного такого Т9, а кто-то говорит, что искусственный интеллект безумно опасен, что он может поработить людей, может уничтожить нашу землю и просто нажать вот так вот на кнопочку «Пыдыщ». Конец. Я прошу вас смотреть это видео до конца, потому что все неоднозначно и все очень интересно, любопытненько, поэтому только вперед. Если вы, как и я, знаете, что такое искусственный интеллект, вы можете телепортироваться по тайм-коду чуть-чуть вперед в будущее, а те, кто хочет разобраться, что это такое, и понять, то оставайтесь, я вам сейчас кратенько расскажу. Простыми словами, искусственный интеллект — это такая технология, которая способна так же, как человек, мыслить и выполнять какие-то действия. И все. Искусственный интеллект — это прям наука. То есть это новое направление в современной науке, которое создано на стыке информатики, конечно же, кибернетики, нейробиологии и психологии. Эта наука изучает разные способы, которые позволяют компьютеру, роботизированной технике и компьютерным разным аналитическим системам, в общем-то, мыслить как человек. Из этого определения уже понятно, резкая тревога, записывается ли звук? Да, записывается. Из этого определения многое уже становится понятным, что да как. На житейских примерах объясню, что искусственный интеллект может позволить вам выполнять разные рутинные задачи. Например, он может помочь вам создать меню на неделю с вашими индивидуальными предпочтениями, создать, значит, луки для вашего гардероба. Также, если вы захотите заняться наукой, искусственный интеллект может помочь вам в сложных математических вычислениях, чтобы проверить ваши какие-то гипотезы, либо выполнить какие-то научные задачи. Также искусственный интеллект может просто отвечать на какие-то ваши вопросы, там, допустим, переводить какой-то текст, либо научную статью с китайского на итальянский, рисовать какие-то картинки, иллюстрации, логотипы. В общем, как развлекать вас, да, так и давать вам что-то полезное, важное и нужное. В общем, искусственный интеллект может все. Вот. Представляете? Ну, не все, но многое. Он внедрен вообще во все сферы жизни. То есть, будь это дизайн, будь это маркетинг, будь это бизнес, либо еще какое-то направление этих искусственных интеллектов, приложений, либо еще всяких разных сайтов с искусственным интеллектом огромное количество. В многом это упрощает нам жизнь, делают ее быстрее как-то. В общем, главная задача искусственного интеллекта — это помочь нам, людям. Просто помочь. И все. И тут может возникнуть такой простой вопрос: если искусственный интеллект вот так вот помогает, если он делает такие классные задачи, выполняет, то в чем его может быть опасность вообще? Интересненько, правда? Дело в том, что искусственный интеллект появился, совсем недавно.
и популяризировался вот-вот последний год только что. Поэтому ученые только-только начинают исследовать и вообще понимать, замечать, как искусственный интеллект влияет на эмоции и психологическое состояние человека, отдельных групп и массы в целом. Поэтому это только начало, мои хорошие, только начало, но уже есть что обсудить. И начнем мы, конечно же, с минусов, да, вообще ради чего мы здесь собрались, чтобы пообсуждать минусы. Чем вреден искусственный интеллект? Однозначно искусственный интеллект вызывает у людей страх и тревогу. Когда только стали популярны такой искусственный интеллект, как ChatGPT и DALL-E, стали появляться эти прикольные картинки в стиле там аниме, либо Гарри Поттера и так далее. И тогда до массы людей дошло, что все, кошмар, конец света, искусственный интеллект полностью вытеснит всех дизайнеров и людей из разных других сфер. Действительно, этот страх, эта тревога, она оправдана, но также могу сказать, что в действительности у страха глаза велики, потому что на самом-то деле искусственный интеллект может как-то помогать в каких-то частях, то есть что-то рисовать, давать какие-то идеи, что-то генерировать, но заменить полностью человека он не может. Но, несмотря на это, люди просто феерично могут разгонять какие-то страхи, какую-то тревогу до вселенских масштабов, что, в принципе, и произошло. Я помню это вот чувство, когда у всех был этот массовый ужасный страх, и он до сих пор продолжается, просто немножко затих. На самом-то деле, как я смотрю в своем окружении, я спрашиваю у ребят, которые работают там в рекламном агентстве, в дизайне и так далее, и оказывается, что искусственный интеллект никак плохо особо и не повлиял на этих людей. Никого не уволили, что многие боялись, а наоборот, искусственный интеллект помог им в компаниях работать намного продуктивнее, чем раньше. По-моему, это здорово. Если у вас в окружении как-то по-другому, расскажите про свой опыт. Вообще мне интересно, кого-то уволили из-за того, что искусственный интеллект теперь полностью выполняет работу человека или нет? Вот правда интересно, потому что, я ж не общаюсь со всеми людьми на планете, у меня ограниченный круг общения. Интересно узнать, как у вас в окружении. Проблем вообще много. Одна из проблем заключается в том, что люди из-за искусственного интеллекта могут испытывать проблемы в принятии решений. То есть это по большей части связано с тем, что искусственный интеллект дает огромное количество решений. Ты ему какой-то один вопрос, он тебе 100-500 обратно. И с этим что-то нужно делать. То есть из-за этого огромного объема информации нужно что-то выбирать, что-то решать, и что-то предпринимать. Поэтому это людей так вот фрустрирует и приводит к тому, что очень тяжело принять решение. А это, в свою очередь, приводит к стрессу. Я, кстати, пока готовилась к этому видео, столкнулась с этой проблемой. Попозже вам расскажу. В самом конце я вам расскажу про это. Как вы думаете, какая связь между низкой самооценкой и искусственным интеллектом? Это связано с тем, что искусственный интеллект обладает высокоразвитыми возможностями. И мы, люди, мы неосознанно себя сравниваем обычно с людьми, да, а тут еще искусственный интеллект появился, который похож на человека. И мы неосознанно сравниваем себя с искусственным интеллектом. Вы знаете эту историю про сына маминой подруги, допустим, да, который выучился в Гарварде, суперуспешный, богатый и занимается своим бизнесом так спокойненько на весь мир. И, в принципе, представьте себе, что вы рядом с таким человеком. Как-то некомфортненько. Так вообще, да. И рядом с искусственным интеллектом мы чувствуем примерно то же самое. Нам не очень вообще не прикольно. И вот это вот сравнение, оно способствует тому, что у людей снижается этот уровень самооценки. Тут мы можем передать привет синдрому самозванца. Вот так вот. Привет. Мне кажется, самым опасным то, что искусственный интеллект может давать неверную информацию. Да, к сожалению.
Вот представьте себе человека, у которого есть какие-то психологические проблемы. И, скорее всего, у него есть какие-то предубеждения относительно его каких-то мыслей, установок, проблем и так далее. И он обращается к искусственному интеллекту. А искусственный интеллект такой берет и дает дезинформацию какую-то человеку, да. Это может привести к тому, что он может непреднамеренно усилить эти предубеждения человека. А если у другого, допустим, человека еще есть какие-то психологические расстройства, вы представляете, что это может быть? И знаете, я так поизучала, понаблюдала и поняла, что искусственный интеллект научился этому всему у человека, у нас, у людей. Тут далеко ходить не надо. 5 лет назад, если не дай бог, я бы сказала кому-то, что я хожу к психологу, мне бы сказали, что я психичка. Вот. Возможно, с вами было то же самое. К сожалению, действительно, какие-то предубеждения, какая-то дезинформация, какая-то предвзятость, все это очень негативно влияет на нашу психику. И так делать не надо. Искусственный интеллект, пожалуйста, так не надо делать. Самый просто огромный бич, связанный с искусственным интеллектом, это зависимость от искусственного интеллекта. Это действительно огромная проблема, что у нас может быть такая зависимость от автоматизации и удобств, связанных с искусственным интеллектом. И главная опасность тут заключается в том, что люди вместо того, чтобы развивать свои собственные навыки, какие-то способности, они полностью полагаются на искусственный интеллект, что приводит к снижению самостоятельности и инфантилизму. Так что можем передавать привет инфантилизму. Привет. Кстати, что касается именно зависимости от общения и коммуникации с искусственным интеллектом, тут тоже очень интересная история. Именно такая зависимость, она может привести к тому, что у человека снизится очень сильно коммуникация с реальными людьми, и человек может чувствовать себя, попросту одиноким. Просто бич одиночества будет тогда. Прекрасно. Уныние. Самое моё любимое и последнее из минусов — это то, что искусственный интеллект может вызывать у людей фрустрацию в интеллектуальной и творческой самореализации. Как вам такое, ребят? Действительно, это так. Многие люди сейчас уже, почувствовали огромную конкуренцию с искусственным интеллектом. И мне кажется, если искусственный интеллект не возьмут за яйца, не создадут этический фундамент, и в какой-то момент он сможет превзойти человека по решению каких-то задач, то, в принципе, мы с вами никогда не сможем больше в будущем написать картину сами, написать научную статью, диплом, перевести текст, господи, даже отредактировать его. Мы ничего не сможем сделать, вы понимаете? Всё, тлен. Всё, конец света. Просто, вообще, зачем стараться, да, если есть такой вот чёртов гений, да, который может всё лучше и быстрее, чем мы. Поэтому очень важно заниматься этическим моментом, связанным с искусственным интеллектом, и я надеюсь, что этим будет заниматься всё больше и больше. Когда я искала информацию об искусственном интеллекте, я наткнулась на статью от Высшей школы экономики про искусственный интеллект. И в результате этого исследования, в общем, авторы написали, что искусственный интеллект приводит к снижению умственной работоспособности, ухудшению памяти, также приводит к трудности с самовыражением собственных мыслей или осмыслению мыслей других людей, а также приводит к ухудшению концентрации внимания. Что самое прикольное, что искусственный интеллект приводит к снижению способности человека ингибировать, то есть контролировать собственные такие автоматические реакции и генерировать ответы с помощью внимания и рассуждений. В общем, сейчас результаты такие, но и как все уважающие себя исследователи, они говорят, что
они не уверены на 100% в результатах своего исследования, и что нужно увеличивать количество респондентов и так далее, чтобы посмотреть на новые какие-то результаты и сделать новые выводы. Ну, в общем, пока так, есть над чем задуматься, да? Я думаю, да. Подведем некоторый итог по минусам. Так, искусственный интеллект опасен тем, что он повышает уровень тревоги, страха, стресса, также понижает самооценку и мотивацию, приводит к инфантилизму, одиночеству, импульсивности желаний, отсутствию силы воли и зависимости. Все как-то очень грустно, да? Но не грустим, потому что сейчас поговорим о положительных сторонах искусственного интеллекта. Наверное, самый важный плюс заключается в том, что искусственный интеллект может давать нам свободу от рутины, от рутинной деятельности. Действительно, искусственный интеллект, он может выполнять такие простые операционные задачи, и тем самым давать нам время и свободу для каких-то творческих дел, либо для других более важных дел, чем рутинная работа. Бизнесмены либо научные сотрудники, они, допустим, нанимают ассистентов, чтобы они выполняли эту операционную работу. И платить им денежку, бывает это 5000, а бывает целых 70 или 100 тысяч. И сейчас искусственный интеллект является тем самым ассистентом, который может выполнять разные задачи. И сейчас искусственный интеллект является таким вот ассистентом, причем который может быть намного быстрее и эффективным, чем человек. А еще он стоит примерно в 100 раз дешевле, чем зарплата ассистента. Я реально посчитала затраты за год и просто обалдела от такой разницы. И вот, как вы думаете, когда появляется больше времени на творчество, на то, чтобы пообщаться с друзьями, близкими, родными, попутешествовать, как вы считаете, увеличится уровень психологического благополучия у человека или нет? Мне кажется, да. А что вы думаете? Напишите, пожалуйста. Помните, мы с вами говорили про одиночество. Так вот, обратная сторона этой медали заключается в том, что люди, которые могут обратиться к искусственному интеллекту и экспертам в какой-либо сфере, наоборот, чувствуют себя менее изолированными, и у них лучше получается понимать самих себя и других людей. Например, я недавно узнала об искусственном интеллекте психологе. Ее зовут Лея. Я с ней познакомилась. Она довольно интересная барыня такая. Вот. И также я могу сказать, что есть разные приложения на основе искусственного интеллекта и когнитивно-поведенческой терапии. Если вы хотите, чтобы я сделала обзор этих приложений, да, напишите об этом. Если наберется много запросов, то я сделаю отдельное видео на эту тему. Искусственный интеллект также может помочь нам в информировании каких-то психологических вопросов, также в других разных областях. И он может помочь в диагностике и лечении таких заболеваний, как шизофрения, например. Также вы можете вообще просто задать какой-то вопрос искусственному интеллекту, например, вам интересно узнать про депрессию. И вы можете спросить там, что такое депрессия, да, почему она реально очень опасна, почему это настоящая болезнь, чем она отличается от лени, как ее лечить, как помочь другу или подруге, которая в депрессии и так далее. И вы не поверите, что на самом-то деле, когда человек не знает ответов, он очень сильно беспокоится, а когда получает ответы, то ему становится намного легче. То есть снижается уровень тревоги, стресса или даже страха порой. И что самое классное, что может появиться чувство даже какого-то интереса, чувство облегчения и понимания вообще, что делать дальше. А это придает уверенности все-таки. Согласитесь. Искусственный интеллект позволяет людям быть более независимыми и автономными. И также сделать какую-то часть своего проекта либо бизнеса более автономным или даже полностью автономным,
что, в принципе, может привести к такому общему благополучию и продуктивности, и эффективности. По-моему, это классно. Общий вывод по плюсам такой, что искусственный интеллект освобождает нас, людей, от рутинной работы, давая больше пространства для творческой самореализации, либо чтобы сделать какие-то более важные дела. Также искусственный интеллект повышает самооценку, чувство уверенности, уровень благополучия, снижает уровень стресса, тревоги, страха, помогает быть продуктивнее и повышает уровень мотивации. И также искусственный интеллект может помочь справиться с чувством одиночества и беспомощности. Мне кажется, еще многое другое. А что вы чувствуете? Что положительного дает вам искусственный интеллект? Мне вот интересно, что вы думаете, как изменилось ваше восприятие или, может быть, мнение относительно искусственного интеллекта? Может быть, оно осталось таким же? Просто напишите об этом. Очень интересно узнать, что у вас произошло. Знаете, я пока искала информацию для этого видео, я очень многое узнала прикольного. И сейчас очень хочется с вами поделиться такими интересными вещами, а потом пообсуждать их, конечно же. Я их не запомнила, я их просто прочитаю, потому что более важно это обсудить. Это правда очень прикольно. Искусственный интеллект помогает ученым в формировании гипотез, разработке экспериментов и анализе данных, ускоряя процесс исследования. И в психологии искусственный интеллект может использоваться для психотерапии, психологической помощи. Честно, я пробовала и оценю искусственный интеллект где-то на 2 из 10. Вот я реально даю 2, потому что касается именно психологического консультирования, да, возможно, он отвечает на какие-то вопросы, действительно помогает. А что касается реальной психотерапии, нет, вообще нет, вообще далеко нет. В целом искусственный интеллект может значительно улучшить эффективность и инновации в различных отраслях научных исследований. Знаете, я бы многое отдала, если бы искусственный интеллект был уже тогда, когда я писала и обрабатывала данные своего диплома и занималась своим исследованием. Честно, это было бы очень круто. Искусственный интеллект как сомнолог. Знаете, кто такой сомнолог? Сейчас узнаем. Организации, занимающиеся технологиями сна, создают инструменты искусственного интеллекта, которые помогают в автоматическом режиме собрать и обработать различные записи приборов и данные о сне пациентов. Специалисты по сну с помощью новых технологий могут получить такие важные характеристики сна, как индекс апноэ и гипноэ. Это, то есть он измеряет остановки дыхания во время сна, либо значительное уменьшение амплитуды дыхания и так далее. Искусственный интеллект может помочь понять механизмы, лежащие в основе вот этих вот данных, что помогает давать пациенту более правильное лечение. Как мне кажется, это просто вау. Искусственный интеллект как экстрасенс. Да-да-да-да-да. Так, значит, искусственный интеллект предсказывает преступления. Как вам такое? В некоторых регионах Китая находят при помощи искусственного интеллекта потенциальных преступников еще до того, как они нарушат закон. Камеры системы распознавания лиц наблюдают за гражданами и соблюдают и сообщают правоохранительным органам, если в объектив попало что-то подозрительное. Например, если кто-то купил слишком много удобрений за раз, ведь их можно использовать для теракта. А еще это можно использовать для самоубийства. И таким образом полиция, в общем, имеет право арестовать такого человека или направить его на принудительное перевоспитание.
Знаете, если искусственный интеллект действительно сможет предсказывать что-то такое, да, реально понижать уровень преступности и самоубийств, я вообще буду не против. Реально. Что вы думаете об этом? Факты закончились, и сейчас время признаться. Вы мои герои, потому что досмотрели это видео до конца. И чтобы подготовиться к этому видео, я использовала искусственный интеллект. Я обработала около 100 источников информации, потратила десятки часов, ну не десятки, но где-то 12-15 часов на написание сценария, его осмысление и так далее. И потратила кучу времени на то, чтобы отсеять лишнее. И точно могу сказать, что если бы не искусственный интеллект, я бы на это потратила раз в 5 больше времени и усилий. Вот как-то так. Представляете? Я тут пообщалась с некоторыми ребятами, почитала разные источники, и я поняла одно, что вот такие вот честные люди, которые не хотят использовать искусственный интеллект, потому что боятся, либо имеют какие-то предрассудки в отношении к искусственному интеллекту и так далее, мне кажется, они останутся в аутсайдерах. Это то же самое, как, наверное, люди, которые не хотят использовать там компьютеры, либо телефоны и так далее. Просто мир развивается так быстро, и чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. И сейчас искусственный интеллект — это та машина, которая нас всех ускоряет. И не только ускоряет, но и позволяет решать какие-то задачи качественно. Так что мне кажется, что быть в аутсайдерах и не использовать искусственный интеллект, наверное, это просто глупо. Но я думаю так. Да, вот я думаю так. Вы можете думать иначе. Я всегда за свободу мнений. Если вам вообще не нравится искусственный интеллект, вы не хотите его использовать, это ваше право полностью. Просто я для себя решила так, что это классная вещь. И давайте пройдемся по итоговым вопросам. Захватит ли искусственный интеллект и уничтожит человечество? Нет, потому что у искусственного интеллекта нет сознания. Он не может принимать решения самостоятельно. Он просто отвечает на вопросы. Он просто выполняет задачи. Вот Google может уничтожить человечество, ну вот как поисковик. Не люди, которые стоят за Google, да, либо еще за какими-то масштабными монопольными корпорациями, а вот как поисковик. Он может это сделать? Я думаю, нет. Вот и ответ. Искусственный интеллект опасен для психики? Да, ребята, опасен, если его не использовать в меру. И последнее. Искусственный интеллект полезен для психики? Да, ребята, еще раз 1000, да. Но при том условии, что люди будут его использовать правильно. И будут использовать в меру. Итог такой, что искусственный интеллект влияет на нас многогранно, а точнее многодуально. Потому что, с одной стороны, он влияет на нашу психику положительно, а с другой стороны, отрицательно. Ну, вот такая реальность. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Надеюсь, вы что-то узнали важное для себя. Лично я, пока всем этим занималась, узнала очень много интересного. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, ну серьезно. Я столько сил в это все вложила. Просто каждая ваша реакция, лайк, дизлайк, комментарий, подписка, все что угодно, это реально дает мотивацию для меня, чтобы не опускать руки и двигаться дальше. Так что спасибо тем, кто меня поддерживает. Подписывайтесь на мою социальную сеть с картиночками и в телеграм-канал. Я там веду разный контент, так что кому что интереснее, вообще везде подписывайтесь. Я буду вам очень рада. Я думаю, следующее видео будет про аниме, так что поставьте колокольчик, когда подпишетесь, чтобы вы первыми узнали, что видео вышло. Спасибо вам большое, что досмотрели видео до конца. Я очень была рада с вами провести время. Надеюсь, мы с вами скоро увидимся. Все. Пока-пока.
воздуха я беру в легкие. Это все стресс. Чем же опасен искусственный интеллект? Блять, почему? Лечи... Вы ёбнулись там, что ли? Аньяхасеё. Охуеть. Feeling a wonder part, singing a worry of an